Россия вновь и вновь пытается втянуть в Беларусь войну, а Лукашенко уже участвует. Как такое может быть? Давайте разбираться. Привет, с вами Данута. После того, как не задалось у российских властей в Курской области, они судорожно начали попытки опереться на союзников, втянув их в военные авантюры и переложив человеческие и материальные затраты на своих сателлитов. Путин в привычной манере пытается разыграть карту партнерства, играя на исторических связях и личных контактах. Кремль по максимуму пытается использовать Беларусь как фактор давления на украинские силы, стремясь таким образом смягчить последствия событий в Курской области и создать для собственного населения иллюзию мощной поддержки России союзниками. Именно для этого Лукашенко начал информационную кампанию по усилению границы и, обвиняя Киев в нарушении воздушного пространства Беларуси, пытаясь удовлетворить требования Путина. При этом Лукашенко усердно предпочитает не замечать российских дронов, которые уже несколько раз при массированных обстрелах Украины падали именно в Беларуси, летая над нашей страной часами. Похоже, Минск решил основательно разогреть информационное поле. Между прочим, нейтралитетом после таких заявлений даже и не пахнет. Белорусский МИД обратился к народам Европы, предупреждая о возможном расширении войны и угрозе ее переноса на территорию ЕС. Какая забота, просто слеза наворачивается. Правда, цель у этого предупреждения одна – посеять панику и запугать европейских политиков и общественность. Чем больше страха, тем легче разобщить Европейский Союз и ослабить его поддержку Украине. Цель таких действий – заставить европейские страны сомневаться и метаться. И, конечно, не без помощи Беларуси, которая давно уже превратилась в послушный инструмент в руках Москвы. Пока Беларусь с одной стороны декларирует нейтралитет, с другой диктатор подливает масло в огонь, угрожая европейской безопасности. Вот такой в стране человек у власти. Как оказалось, больше любит играть роль пугала, чем быть гарантом безопасности. Тот факт, что территория Беларуси используется как огромная военная база, полигон для российских войск и вооружения, в частности тактического ядерного, также с точки зрения белорусских властей вполне естественен и рассматривается чуть ли не как дополнительный фактор безопасности Беларуси. Напомню, что как ответные, так и превентивные ядерные удары, как правило, наносятся по местам размещения пусковых установок. В нашем случае это территория Беларуси. Так же, как и Путин, Лукашенко не понимает, что собственноручно приводит войну на территорию своей страны. Москва выбрала Лукашенко для проведения различных акций по дискредитации и демонизации Украины и ее вооруженных сил. Собственно, и выбор-то небольшой. По ощущениям, Москва применяет против Киева новую тактику – разрыв дипломатических отношений. Такой прием уже реализовали страны африканского континента, Мали и Нигер, руководство которых контролируется Москвой и держится на присутствии вагнеровцев и других российских формирований. Ну вы поняли, все как в Беларуси. Поэтому угрозы Лукашенко закрыть украинское посольство в Минске четко вкладываются в новую российскую парадигму, при которой Украину пытаются изолировать на международной арене. На самом деле выглядит комично. Страны-изгои изолируют от себя государство, выбравшее демократию и свободу. Белорусские власти всячески демонизируют Украину, подыгрывая Кремлю и, естественно, забывая о годах преследований собственных граждан за свою гражданскую позицию. Лукашенко ведет себя как типичный диктатор, чувствующий угрозу стабильности своей власти. И если Путин делает вид, что в России ничего не происходит, все идет по плану, то Лукашенко реагирует на события более истерично и агрессивно. На фоне событий в Курской области в качестве мощного вызова для внутренней стабильности и целостности России Кремль пытается активировать своих союзников, запугивая украинским вторжением в случае Беларуси или мятежом и переворотом в случае Сербии. В то же время мнение самих союзников абсолютно не интересует Москву, и, кажется, именно это Лукашенко не учитывает, когда прибегает к агрессивной милитарной риторике. Но как не раскорячишься, когда уже по уши замазан в крови с Путиным? Московская политика силы – это откровенный шантаж, грозящий вовлечением сателлитов в войну. А для Лукашенко же, как диктатора, который только держится при поддержке Кремля, падение России будет означать падение его собственной власти. Для Беларуси и других сателлитов Кремль стремится реализовать сценарий, аналогичный сценарию для национальных республик России. А именно воевать должны и народцы с человеческими и территориальными потерями, с которыми никто не будет считаться, а империя будет только крепнуть. Однако попытка четко следовать указаниям Кремля превращает Лукашенко в заложника.
Беларусь не только окончательно теряет субъектность на международной арене, но и может подвергнуться еще более сильному санкционному давлению, а Минск может быть напрямую втянут в войну на стороне России. И тогда Лукашенко должен принимать непопулярные решения, при которых белорусские военные будут гибнуть за интересы Путина, а белорусское чудо превратится в театр боевых действий. Очевидно, Россия будет пытаться давить и на других союзников, в частности членов ОДКБ, к которым также апеллирует Лукашенко. Москва в очередной раз пытается превратить ОДКБ в милитарное и репрессивное средство давления на страны постсоветского пространства. Страны ОДКБ также должны осознавать, что Россия прямо пытается втянуть их в войну так же, как и Беларусь. Сейчас как никогда важно воспользоваться острым моментом в стране и активизировать протестную работу против режима Лукашенко, в частности, в среде силовиков. Ведь Россия стремится уничтожить не только Украину, но и Беларусь как самостоятельное государство и другие государства постсоветского пространства. Лукашенко, видимо, не понимает, что для Москвы он только слуга, и в дальнейшем Москве он просто не будет нужен, особенно учитывая его вечные колебания. Белорусский диктатор рискует не только страной, но и собственной жизнью. В Москве не нужны лидеры самостоятельных государств. В Москве нужны сателлиты, способные выполнять преступные приказы. Друзья, поддержите канал подпиской, лайком, комментарием, если это для вас безопасно. Кремль использует информационные операции для подрыва международного единства. Недавнее заявление ФСБ России о якобы задержании украинского военнослужащего, которому якобы был дан приказ стрелять в мирных жителей в Курской области, представляют собой еще один пример дезинформационной кампании Кремля. Российские власти и спецслужбы не смогли предоставить убедительных доказательств, которые могли бы подтвердить их заявление. Подобные утверждения часто основываются на показаниях, полученных под давлением или на инсценировках, что ставит под сомнение их достоверность. Этот случай не является единичным. Он вписывается в общий контекст дезинформационной войны, которую Кремль ведет против Украины с начала непровоцированной агрессии и развязанной им войны. Российские государственные СМИ, официальные лица, пропагандисты многократно распространяли ложные сообщения о якобы совершенных украинскими военными преступлениях, включая массовые убийства и другие преступления на территории Украины и России. Эти версии направлены на то, чтобы представить Украину в качестве агрессора, несмотря на продолжающуюся агрессию со стороны самой России. Основная цель таких дезинформационных кампаний – дискредитация Украины в глазах мирового сообщества. Кремль стремится создать негативный образ украинских вооруженных сил, что может ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Эти информационные операции также направлены на дезинформацию украинского населения и подрыв доверия к правительству и армии. Пропаганда и дезинформация являются центральными элементами российской стратегии. Например, Россия ранее обвиняла Украину в использовании западного оружия, такого как «Хаймерс», для ударов по гражданским объектам, что направлено на дискредитацию поддержки Украины со стороны западных стран. Не стоит забывать и о многочисленных информационных операциях России против НАТО и Европы. Так, в 2024 году Россия усилила свои информационные операции, направленные против НАТО и его членов. Эти кампании включают в себя распространение дезинформации, фальсифицированные видеоролики и манипулятивные новости, нацеленные на подрыв доверия к НАТО и его союзникам. Одним из основных направлений российской дезинформации является утверждение о том, что НАТО якобы активно участвует в российско-украинской войне. Российские пропагандистские каналы часто публикуют ложные сведения о присутствии западных военных на украинской территории, утверждая, что они напрямую участвуют в боевых действиях против российских сил. Эти нарративы включают в себя заявления о тайных операциях западных военных и о том, что поставки военной помощи Украине фактически означает участие НАТО в войне. Другим важным элементом информационных операций является манипуляция данными о поставках оружия Украине. Например, российские медиа и прокремлевские источники неоднократно распространяли фальшивые видеоролики и сообщения, утверждая, что западные танки, такие как немецкий «Леопард-2», якобы уже используются на территории Украины до официального объявления о их поставках. В
Кроме того, российские официальные лица и СМИ неоднократно пытались обвинить Украину в использовании запрещенных видов оружия, таких как химическое оружие, без предоставления доказательств. В дополнение к дезинформации о военном присутствии, Россия также использует информационные операции, связанные с энергетической безопасностью Европы. В контексте энергетического кризиса, вызванного санкциями и прекращением поставок российских энергоресурсов, российские СМИ и социальные сети распространяли ложные сведения о том, что страны ЕС якобы стоят перед угрозой экономического коллапса. Это направлено на подрыв доверия к способности ЕС справляться с кризисом и на создание раскола внутри европейских стран относительно их санкционной политики и энергетической независимости. Случай с якобы задержанным украинским военнослужащим является лишь одним из многих примеров того, как Кремль использует дезинформацию для достижения своих геополитических целей. Усиление медиаграмотности, поддержка независимой журналистики и развитие технологий для выявления и опровержения фальшивых новостей являются важными мерами для защиты демократических обществ от гибридных угроз диктаторских режимов.